Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за нашими встречами со Снежаной Егоровой. Она на связи. Снежана, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, друзья. Снежана, ну что, Трамп закончил войну практически. Сейчас гуляют списки, в общем-то, условий завершения этой войны. Говорит, ну, пресса пишет, что он с Пакистаном поговорил, но, в общем, в последний момент отменил эти удары. И вы знаете, вот смотришь на вот эту всю драму, которая разворачивается там, и все равно держишь в голове и в сердце события в Украине. Я прозрел сегодня, когда Политико расписала нам общение с некими высокопоставленными украинскими чиновниками о том, что ну вот это вот все, что мы неделю, да, там больше даже, вот переживаем сейчас. На самом деле ситуация эта ухудшилась, мы с вами неоднократно говорили, по обе стороны прифронтовой жизни ад. Потому что как украинцы бьют по... Там вот недавно в Луганской области, в ЛНР, да, там ездили... ну, в общем, на мотоцикле, на мопеде подростки, убило дроном, фуры гражданские. Так еще интересно говорят, вот мы разбомбили там на подъезде в Крым, там 50 фур с бензовозов, да, и вот они взорвались, вот смотрите. Потом, правда, это оказалось из игры компьютерное видео, но видео из игры, а на самом деле, верьте, это было именно так. О людях не говорят, они же фуры не китайские, не с искусственным интеллектом, там тоже как бы люди, там тоже это все, то есть этот весь пик, да, вот этот мадьяр, который отрезает Крым, оказалось, это ради денег. Пообщались с Политико и говорят, слушайте, нам срочно надо 20 миллиардов, чтобы не потерять вот это преимущество. Они всю неделю рассказывали о преимуществе, потом сказали, чтобы не потерять, тогда давайте деньги. Потому что если не дадите деньги, ну тогда, извините, Россия сейчас быстренько приспособится, приловчится, наклепает таких же дронов, и тогда мы потеряем это преимущество или вообще будет катастрофа. И вот тут очень важный момент. Как играют на грани катастрофы. Вот как Трамп играет, это же тоже на грани катастрофы. Мы выбьем из Ирана всю дерьмо. Сейчас как полетит. Совещание, как применять ядерное оружие. Пик, нарастание, апогей. И потом выдох определенный, надежда на мир. И здесь подводят к самой черте, а потом что? Ничего. Ну, то есть, как бы переступаем ступеньку за ступенькой в этой лестнице эскалации. Какие мысли у вас по этому поводу? И действительно ли вот просто совершенно разные люди, совершенно разные игроки, совершенно разные силы, поэтому и результат такой разный, если сравнивать Украину и Иран? Ну, вы знаете, Саша, вот когда я начну сейчас высказывать свои мысли, ваши подписчики скажут, что Егорова все одно и то же рассказывает, одну и ту же волынку затянула, потому что мысли не могут измениться. Просто их уровень и количество вот всего того, что происходит, бреда, сумасшествия, алчности, человеческой тупости, бесчувственности и преступности, которые вообще могут в человеческом сознании вырасти, если туда не сеять разумное, доброе, вечное, гармоничное и гуманное. Ну, смотрите, начнем с того, что вы сказали, что Политико пообщались с высокопоставленными украинскими чиновниками. То есть это высокопоставленное дно. Ну, то есть, если мы будем говорить о том, кто на вершине горы, ну, в данном случае мы говорим о ком? О Марьяне Безуглой со справкой официальной, о Алексее Гончаренко, который участвовал в расправе над одесситами, где он, собственно, в Одессе вырос и радовался тому, что сжигали людей. Или над кем? Кто вот это высокопоставленное дно? Например, Руслан Стефанчук, который скоро уже не вместится в свое кресло. Я думаю, что у него уже индивидуальный заказ там, где он сидит и, как говорится, своими губами шевелит. И явно видно, что у человека нет ни одной мысли о каком-то там народе, а думает он о бутерброде, который он съел до заседания и съест после. Или мы говорим о ком там, вот этих Юрчишиных, которые козявки пожирают, или о десятке еще ноунеймов или неймов, или мы говорим о ком? О самом Зеленском, который, по сути, является
палачом украинского народа, который распродал украинскую землю BlackRock, который дал задание своей подельнице Свириденко продать украинские недра, подельники которого Шефиры, Ермаки и Миндичи вывозили миллиарды денег, вот этих самых денег, которые просят на крови украинского народа у Европейского Союза и всего мирового сообщества, они их вывозят в Израиль, где им хлопают в ладоши и принимают эти деньги, как говорится, с благодарочкой. Спасибо вам большое, наше государство приумножилось, и мы теперь можем тоже продолжать вести войну Трампа и Нетаньяху против Ирана, которую Трамп и Нетаньяху будут начинать, заканчивать по собственному усмотрению. На самом деле это же все вещи одного порядка. Так как за всеми этими процессами стоят люди одной национальной группы, которые, как известно, прекрасно себя чувствуют по обе стороны баррикад, и приезд господина Абрамовича в Киев подтвердил, что рожденные в России или в Украине всегда могут получить паспорт в Израиле, репатриировавшись туда, особенно с миллиардами, заработанными на крови в Украине или в России. А также они могут стать гражданами любых других государств, например, Португалии или Британии. Но, в принципе, если ты уже гражданин Португалии, то гражданином Британии тебе становится не обязательно, потому что это государства-союзники, и Португалия является, таким, мягко скажем, младшим партнером Великобритании. То есть самое главное – найти место, где бы пристроиться на этой войне, заработать миллиарды, а потом под предлогом того, что мы больше не можем работать в таких условиях, собрать миллиарды и вывести их на Вашингтонщину, на Канадищину, в Аргентинщину, на Израильщину, так сказать, на свою историческую родину. Поэтому совершенно неудивительно, що Мадяр і його дружинонька, які займалися бізнесом, тепер таким ж бізнесом займаються вже, як то кажуть, на фронті. То есть смерть – это их бизнес. Ничего личного, просто бизнес. Поэтому они будут кошмарить людей, они будут демонстрировать, что вот смотрите, вы же не просто нам даете бизнес делать на крови, мы же демонстрируем результаты. Мы убиваем русских, мы убиваем всех, кого мы считаем русскими. То есть неважно, мы же не проверяем, какие паспорта у этих людей, российские или украинские. И дети в Старобельске, которые погибли, по сути, тому подтверждение. То есть им не важно, кого убивать. Они убивают всех, до кого они могут дотянуться, кого они могут зафиксировать и кого они могут предоставить в качестве доказательства, чтобы получить свои ебалы. То есть не получить по ебалу, а именно получить ебалы, а потом забить свои ебаки и, как говорится, отправиться в свої країни свого щасливого перебування в майбутньому. Тобто їхня країна майбутнього знаходиться где-то там, за пределами Украины, за пределами России. То есть вот это пространство постсоветское, после распада Советского Союза, оно превратилось практически для тех людей, которые там живут, в место, где ты не можешь жить, ты должен выживать. Потому зачем тогда Крым? Вот такая риторика. Вот понимаете, вот я тоже военные, там, перерезаем логистику, вот это все. Смотрите, осталось там сколько было? 5 мостов на Крым, осталось 3. Сейчас мы отрезаем Крым сухопутным образом, бьем этими дронами по этим мостам, они там взрываются, которые поражаются, которые надо восстанавливать, которые нет. Нет, понятно, что там понтон бросили и, ездит, может, не такая грузоподъемность, но тем не менее. Понятно, что сейчас вот это, неделя-полторы прошла, сейчас вот это вот со стороны Запорожской области те войска, там, кто Днепр группировка, еще как-то они у россиян называются, показывают, что нагнали дрончиков, и они летают, патрулируют и сбивают вот эти хорнеты. Но вот сейчас прошло какое-то время, и уже есть какое-то оттуда, какое-то движение. Это все понятно. Но сверхзадача в чем? Если не заинтересованы в жизни на территории подконтрольной Киеву, то какой интерес тогда в жизни в Крыму, Мелитополе, в Запорожье, Донецке и так далее?
Ну это же деньги. Они же ведут войну. С двух сторон они говорят, мы отвоевываем свои территории, вот эти вот оккупированные и Крым, дайте нам деньги на беспилотники и на войну. А с другой стороны тоже там рассказывают в Российской Федерации, это же Крым наш, мы же должны его защитить, дайте нам деньги на защитные сооружения и на то, чтобы противостоять этой войне. То есть получается, что эта война с двух сторон теперь уже выгодна всем, потому что все пристроились и уже сформировались определенные категории, кластеры и, скажем так, группировки людей, которые работают на войне. Куда их девать вот после там стольких лет их там пребывания? Куда они денутся? Вот если, например, сейчас закончится война, скажут, все закончили, мы согласны, Крым ваш, Крым наш, короче говоря, открываем... Нет, сначала определяем границы, начинаем мирный процесс, давайте будем торговать, потом открываем границы, начинаем дружить по-прежнему. Куда денутся вот эти все маньяки? Куда пойдет Мадяр со своей дружинонькой? Что они где-то заработают такие кровавые миллионы, такие барыши, где-то в мирной жизни не прилагая никаких усилий, просто убивая людей? Где вот эти все существа, которые свою агрессию, свой нездоровый мозг, свое стремление кого-то уничтожить, где они это будут реализовать? Конечно, это все вольется внутрь общества, и, естественно, все рассказывают специалисты, что типа если закончится вот эта вот война, то начнется гражданская война внутри каждого общества, потому что они вернутся и предъявят претензии, а за що ми воювали, а за що ми помирали, а що ви тут робили, поки ми там воювали, помирали, а як ви тут сиділи, гуляли, веселилися, а звідки у вас ця машина, а звідки у вас ця квартира? И, соответственно, те, кто хотят сохранить свое... Ну, я не знаю, Саша, на самом деле это очень сомнительное, мнимое, очень шаткое благополучие. Но они, по крайней мере, хотят надышаться перед смертью. И понятное дело, что им лучше продолжать уже начатый процесс. Ну, то есть их не интересует результат, их интересует процесс, в особенности, если этот процесс приносит им колоссальные барыши. И понятное дело, что они против его завершения. Поэтому с двух сторон будут рассказывать про якісь там перемоги или какие-то победы. Вот мы идем, наступаем, идем, еще чуть-чуть, еще немного, люди затянем пояса, давайте и додавим. А потом, ой, враг типа накопил силы, он имеет преимущество, мы отступаем, мы уходим, перегруппируемся. Сейчас, люди, подождите, мы наберемся сил, давайте затянем пояса и опять потом вдарим. Вот, Саша, 4,5 года мы это наблюдаем. Вот сейчас, вот чуть-чуть, и все это вот такие весы, постоянное вот это вот движение сюда-туда, но в конечном итоге нет завершения, и ни у кого не стоит задачи, потому что третья сторона, которая зарабатывает на этой войне, зарабатывает кровавые деньги и не хочет этого завершения. И сколько можно об этом повторять, как еще можно об этом говорить, как еще можно, называя вещи своими именами, иносказательно, эзоповым языком еще раз объяснить, что Абрамович, британская корона и огромное количество бизнесюков по миру, мировая так называемая элита посредством этого конфликта решает колоссальное количество своих личных бизнес-интересов, наживается на этом крови, военно-промышленный комплекс, какие-то там, я не знаю, организации, которые получают какие-то средства, на что там? На бинты, вату, значит, и лекарства, на дроны, шмоны и прочее, на обмундирование и там форму для вагитных, на промо-компании, на фильмы, на фестивали, на что-то еще, все то, что уже выстроено вокруг этой войны. А какая есть такая еще мировая идея, которая будет подпитывать СМИ 24 часа в сутки? То есть тебе не надо, ты утром проснулся, вытер глаза, и ты знаешь, что ты будешь говорить о войне.
Если нет войны, то тебе нужно каждый раз искать способ, о чем поговорить, подумать, поискать. Какие-то тигры там в каком-то зоопарке расплодились, какие-то крокодили в Ниле там что-то сожрали каких-то туристов, понимаешь? Нужно все время что-то искать. А когда есть украинская война, всегда можно говорить о Зеленском героическом, прекрасном, о Путине ужасном, значит, и страшном, о России, которая нападет, о Европе, которая будет противостоять. Вспомнить Гитлера, Сталина, Ленина, значит, Наполеона и всех остальных, и так по кругу. То есть все на этом зарабатывают, и Трамп в том числе. Ему нравится, что он закончил войну в Иране, и сейчас прекрасно продолжит войну на Украине. Потому что на Украине есть абсолютно вменяемый, по его мнению, и управляемый Зеленский, который будет говорить, что ему написано, будет делать, что ему сказано, будет как бы улыбаться и включать все свои артистические способности для того, чтобы продолжать эту бойню. А в Иране, получается, мужики там есть из этих стражей революции. Они отстреливаются, отплевываются. Они уничтожили вот этот вот авианосец. Не дай бог еще туда отправишь бойцов. Они же отправили, там спецоперацию пытались сделать. Они перебили там все эти самолеты и, как они называются, вертолеты. Потому что там сложная, в принципе, география, там горы, там у них в горах куча каких-то скрытых заводов, которые все, что хочешь, производят. Там невозможно беспилотниками обойтись, вот этой так называемой малой авиацией, потому что это не Украинушка, где все простреливается, ты летишь, степи, широко, красиво, все видно, можно запросто там Бровди и его дружиноньке миллиарды себе сколотить. Нет, в Иране так не получится. И самое главное, Иран – духовная страна. У них есть своя религия, у них есть свое представление о том, что это их земля, они с ней связаны, и они будут за нее воевать до последнего. И они, если надо, будут отстреливаться и громить, крушить Саудовскую Аравию, и Израиль, и всех вообще, кто будет способствовать тому, чтобы у них были проблемы. Соответственно, Трамп понял, что лучше обойтись вот этой малой кровью, что нужно играть на рынках, просто говорить, начинается война, хоп, рынки, значит, там подняли цену на нефть. Заканчивается война, хоп, рынки сбросили цену на нефть. И вот так вот он зарабатывает миллиарды, как бы и малой кровью, и эффективно. Но для этого нужно быть Трампом, нужно иметь доступ к этим рынкам, нужно иметь вот эту структуру, понимаете, финансовую, которая работает по первому щелчку. То есть он как паук сидит внутри паутины, дернул и заработало там, где надо. Ни у России, ни у Украины нет таких инструментов. У них нет влияния на мировой рынок, на биржи, на какие-то там правительства, которые давным-давно на подсосе и на подкорме у Соединенных Штатов Америки. Поэтому России и Украине, у них другой вариант зарабатывания, элит, особенно дна, которое сейчас является высокопоставленным на Украине. Поэтому им выгодна эта война. А во-вторых, Крым. Саш, ну, я не знаю, у меня там живут мои знакомые, друзья, люди. Насколько я понимаю, Крым с точки зрения уже военной, он давно утратил актуальность. То есть все глубоководные вот эти вот бухты, где были там в свое время стояли в Советском Союзе там подводные лодки. Оттуда везде выведен флот, выведены лодки. То есть с точки зрения военной он уже не та точка, с которой контролируется море Черное. Там уже в полный рост сидят олигархи. И они там строят точно так же, как Трамп хочет на территории Газы, на костях вот этих вот палестинских детей построить развлекательный рай для миллиардеров. Точно так же в Крыму, там просто уже строится развлекательный рай для миллиардеров. Там колоссально идут строительства, какие-то огромные пятизвездочные отели, что-то там, какие-то комплексы за миллионы будут продаваться. То есть сказать так, что Крым сейчас на сегодняшний день имеет такую же геополитическую, стратегическую точку, как это было в Российской империи, когда вот эти вот имперские войны шли, но так вроде как сказать нельзя. Поэтому, в принципе, теперь получается, что идет война за то, чтобы
отсечь возможность у русских олигархов и их инвесторов как бы зарабатывать на вот этом их миллиардерском рае в Крыму. И, соответственно, конечно, они перерезают. Когда они активизировались? Не зимой же, когда туда должны теоретически поехать потоки туристов. А именно сейчас, когда сезон начинается, когда люди уже, как говорится, начистили, надраили свои там какие-то квартирки или какие-то бизнесочки для того, чтобы зарабатывать денежки во время сезона. А тут Бровди такой, ага, здравствуйте, ми к вам з нашими дрончиками прилетіли. Будемо вбивати, будемо, значить, літати, жужжать, будемо ваших туристів, муристів лякати. Не буде у вас сезона. И все, это удар по экономике. Опять же, еще один фактор. Все это работает, все знают, кто что делает. Это все борьба за деньги, Саша. За деньги любой ценой. А вот это высокопоставленное дно, которое своими ртами, значит, произносит то, что им написано, это реинкарнация, помните, омбудсмена Денисової, яка розказувала, як українських дітей руська армія насилувала ложечками чайними. А потом выяснилось, что она это делала для того, чтобы им дали деньги и оружие. То есть она разжигала эту войну абсолютно осознанно. И этот метод применяется с украинской стороны по-прежнему. Но, к сожалению, и с российской стороны есть огромная фракция людей, во главе с Абрамовичем, вне зависимости, находятся они на территории России, являются ли они чиновниками или непосредственными, скажем так, руководителями процесса. Нет, они даже с расстояния, будучи гражданами Португалии и резидентами этих Британии и Соединенного Королевства, они все равно участвуют в процессе переговоров, возят письма, у них есть бизнес. Господин Чубайс, который долгие годы возглавлял государственные структуры и вот такие нанотехнологии создал вообще в России. То есть все вот сидят с такими нанотехнологиями и борются против космической группировки Илона Маска. Он по-прежнему, даже будучи гражданином Израиля и с другим именем и фамилией, у него нет проблем в России с его бизнесом, с его активами и со всем остальным. И я думаю, что там еще десяток таких, а может быть и сотня, которые наживаются на этой войне в том числе и решают свои вопросы. Поэтому этой войне нет конца. Народ никто не спрашивает. С двух сторон два капиталистических государства, еще вчера социалистических. Люди думают, что они по стопам своих дедов и отцов идут, которые шли к социализму, светлому будущему и солидарному обществу. Но на самом деле их уводят от социализма, солидарного общества и светлого будущего. На Украине уже светлого будущего не у всех будет, например, этой зимой. Потому что свет выключат, газ, как говорится, перерубят и возвращайся, дорогой, в садок вишневий коло хати, і там джмелі гудуть, і ти радієш, коли сонце вийшло. А нема сонця, як то кажуть, нету ручек, нету и печенька. В России, конечно, все еще не так плохо, потому что это кладовая, потому что там есть ресурсы, нефть, газ, и как ни крути, приходится народу все-таки что-то отстегивать. Но с помощью этой войны народу станет меньше, если продлить ее как можно дольше. Я еще раз повторяю, люди посчитали, российские ученые посчитали, у которых сердце болит за демографию, что если в таком духе будет продолжаться демографическая ситуация в России, то из 143 миллионов или 146, сейчас не буду настаивать на дате, через 20 лет их останется 70 миллионов. И тогда задача англосаксов и, так сказать, британского тайного королевского общества, которое под руководством сэра Маккиндера еще в XIX веке выработали стратегию захвата Хартленда, она будет достижима. Точно так же, как они за меньше чем 200 лет уничтожили индейцев, более 130 миллионов, они уничтожают славян. Нас тоже когда-то было в Советском Союзе более 350 миллионов. А теперь по каждой республике, куда ни возьми, убыток населения
вдвое, втрое меньше. Грузия была 12 миллионов при распаде, сейчас 4. Армения там тоже была, по-моему, 6 миллионов при распаде, сейчас 2. А Украина была 52 миллиона при распаде, сейчас в лучшем случае там 15 наберется. Ну и Россия, соответственно, если она тоже будет находиться в состоянии перманентной войны, народ тоже перестанет плодиться, размножаться и верить в светлое будущее. А когда люди перестают верить в светлое будущее, то, в принципе, их оптимизм и внутренний жизненный потенциал, он не имеет возможности реализоваться для развития жизни и процветания. Потому что никто не хочет родиться или рожать своих детей, чтобы потом отправить их в окопы и получить спустя 20 лет собственных усилий кости своего сына в гробу или, не дай бог, еще в пакетике. Ну, понимаете, в чем дело? Вы тут вспомнили, ну, если там про Россию сегодня Медведев сделал видео с искусственным интеллектом, где он вот эти портреты, ну, День России сегодня, да. Причем так интересно, что в российском обществе воспринимают праздник, ну, по-разному. Некоторые как просто праздник, день календаря, дата, ну, как бы Россия и Россия, День России, ура. Но по сути-то это же как бы день развала Советского Союза. Ну, как бы в этом отношении. Тут тоже интересно. Некоторые говорят, вообще не праздник, понимаете? То есть, что это такое? Пусть была такая большая, стала вот поменьше страна. И вот Медведев записывает, ну, как делает в искусственном интеллекте видео, где он со Шрёдером, и вот это вот, в общем, в портреты Урсулы, Стармера, Мерца. Слушайте, а некоторые обратили внимание, а Зеленского там нет. Не уничтожают даже портрет, созданный в искусственном интеллекте. Своих не уничтожают. Евреи своим знают цену, берегут, Саша. Вы же знаете, как только я эту тему поднимаю, тут же начинается вой со всех сторон. Причем неважно, где они находятся и с какими паспортами. Они в Америке сидят, или они в Израиле, или они в России, или они на Украине. Их все равно очень волнует судьба своего соплеменника. Что это вы пристали к нашему мальчику? Да, он занимается геноцидом, да, он вор, да, он всем собрал, но хороший мальчик, в конце концов. Что это вы себе думаете? Поэтому нет Зеленского, понятное дело. Ну и вообще, вы знаете, Саша, если так немножко поскрести, как говорится, по сусекам, и немного заглянуть в историю не в пропагандистском русле, где счастье, радость, рухнул этот ужасный концлагерь для народов, Советский Союз, мы уничтожили ГУЛАГи, разошлись по всем городам и весям и дали возможность каждого по отдельности изнасиловать, как говорится. Но мы же не будем забывать, что распад Советского Союза ознаменовался подписанием документа о создании Евросоюза. То есть, грубо говоря, тупо сговор элит, которые заседали в Кремле, в данном случае Ельцин, который устроил государственный переворот и стреляли, как говорится, пушками и танками по Белому дому московскому. Он, в принципе, пришел к тому и привел народ к тому, вместе с предателем Кравчуком и Шушкевичем, что Советский Союз просто был самораспущен по договоренности с западными структурами для того, чтобы на костях Советского Союза, за счет Советского Союза, на костях Советского Союза и против Советского Союза создавался четвертый еврейх. И он отлично создается, и, в общем-то, на манеже все те же. Я вот рекомендовала у себя на канале прекрасный материал журналиста Николая Лилина, огромная такая, как сказать, образцово-показательная, образовательная видеоверсия, где он абсолютно по фактам, как журналист и писатель, излагает, кто стоял за Третьим рейхом, кто финансировал и создавал Гитлера, а это финансисты и евреи, которые стоят за британской короной, непосредственно за Виндзорами. Там не только Ротшильды, но еще и шихты, там Оппенгеймы, Варбурги, которые были держателями средств. И, собственно, эти средства вкладывали в развитие военно-промышленного комплекса. И они по-прежнему руководят там Сити и стоят за британской короной. И они делают все то же самое. И когда я годами говорю, что Зеленский – это реинкарнация Гитлера,
причем с российской стороны. Все кричат, что это за глупость, да посмотрите на этого циркача, как же он может сравниться с великим Гитлером. А я и говорю, что времена другие настали, поэтому лицо героя соответствует тому, что требует время. А на самом деле задачу он решает ту же самую. И поэтому они его берегут как зеницу ока, потому что тот вариант войны, который мы с вами наблюдаем и комментируем вот уже который год, это цветочки, это предварительные ласки, это еще, как говорится, начало. А когда российская элита, рассказывая народу, что мы идем, мы поем, скоро победим, и Зеленский нам не страшен, серый волк, вот страшнее будет, если кто-то придет на его место, еще страшнее будет. Они дают возможность вооружиться, перевооружиться Европе, сконцентрировать свои силы, вести более высокотехнологичную войну, для того, чтобы кошмарить российское население, и под этим предлогом вот здесь вот на линии соприкосновения будет вот эта зона смерти, куда будут бросать в топку ненужный биологический материал и, как говорится, будут избавляться от мужчин славянских и близких к ним народов. Ну так а чем они не угодили, Снежана? А чем индейцы не угождали вообще англосаксам? Чем они были плохи? Ну, то есть жили там себе индейцы, на лошадях скакали в перьях, улюлюкали, и, как говорится, если бы их не трогали, они бы тоже никого не трогали. Но англосаксы же трогали, им же нужно было чувствовать себя хозяевами, чтобы ничего им не угрожало, чтобы они могли ресурсы добывать запросто, землю возделывать так, как они хотят, коров своих, как говорится, выгуливать и не думать, что кто-то их сожрет и на шашлыки пустит. Ну, то есть это просто идет экспансия, завоевание земель. Идет дранкнахостен, идет европейский, как говорится, сапог хозяина занимать территорию и избавляется от аборигенов, от людишек. Вы что, не помните, план ОСТ в чем заключался? Вот эти глупые народы, пардон, гои, так они называются, их нужно уничтожить. Это просто животные, коровки, собачки, лошадки, курочки. Их нужно уничтожить. Они должны даже не понимать, что с ними делают. Поэтому уничтожается образование советского образца, чтобы у людей не было причинно-следственных связей. Поэтому молодежь воспитывается вот в этом идиотическом, абсолютно порочном информационном поле, где им рассказывают, что ой, девочка юная, красивая, попка, сиська, давай на остров Эпштейна, будешь девочка богатой, красивой, умной. Не рассказывают, что потом с девочкой там происходит. И когда она становится чуть постарше, как вообще ее судьба резко меняется. Не рассказывают о том, что детей там вывозят на остров Эпштейна, и дальше они исчезают во времени и в пространстве. Нет, это все сейчас всплывает. Но даже после того, как все это всплыло, у людей, у какой-то определенной категории, которые понимают, насколько вообще этот адский, сатанинский проект может со скоростью звука распространиться, если ему не противостоять. А большинство вот так прокинули это мимо себя и подумали, да, это не с нами, да, это не про нас. А, к сожалению, это про нас, про всех, потому что дотянется до всех. Точно так же, как я годами говорила, что если не остановить войну на Донбассе, если не дать возможность этой ране зажить, и ее нужно сшивать, заживлять и лечить прямо с двух сторон, то она распространится на территории всей Украины. Мне говорили, рот закрой, будь проклята, идиотка, дура, иди готовь борщи. Я говорила, что если вам спокойно от того, что дети чьи-то сидят в подвалах, завтра ваши будут. А теперь, когда в Киеве дети идут с родителями ночевать в метро, они вспоминают эти мои слова, или то, как женщины там выли вообще над разорванными телами своих детей. Вспоминают эти люди, которые еще несколько лет тому назад пели, веселились, гуляли и думали, что их это не коснется. А сейчас, когда я говорю русским, на русском языке,
что это все нужно сворачивать, заканчивать, и вот эту вот воинственную нотку «пойдем до конца, мы русские, не такие идиоты, как вы, украинцы». Когда я им говорю, что это будет и у вас, нужно это заканчивать любыми способами, они мне говорят: ты, дура, идиотка, иди готовь борщи, это вы, хохлы, вонючие, тупые, безмозглые, ничего не понимаете, а мы, русские, все понимаем, и, как говорится, с нами такого не случится. Вот о чем речь, Саша. Нас разъединили, зерна раздора со всех сторон уже у всех в головах, и все хотят какой-то победы, а победы нет. Потому что та победа, даже которую наши деды завоевали, она тоже была не окончательной. Потому что судили на Нюрнбергском процессе какую-то часть верхушки, а все, кому надо, сбежали, включая и Гитлера. И спокойно они вывезли бабло по вот этим крысиным тропам через Ватикан. И нормально они потом собрались и придумали высокотехнологичные процессы, как внедряться в мозги людей, как разрушать их быт, как разрушать их дружбу, как разрушать этот гуманизм. Они подкупали людей, сеяли агентуру и, собственно, выводили их на высшие чиновничьи посты. Что, собственно, и привело к распаду Советского Союза. И Горбачев, и Ельцин, и еже с ними, они все там были уже, как говорится, адептами или сочувствующими, или просто конкретными агентами на зарплате, которые разваливали Советский Союз. И поэтому, если мы хотим жить, выжить, и нашим детям дать возможность жить, мы должны объединяться, а не искать способы, как друг другу бросить обвинения в лицо и радоваться тому, что вон сколько убили русских или вон сколько убили хохлов вонючих. Вы понимаете, Саша, убийство само по себе, каким бы оно ни было радостным на расстоянии, в реальной жизни это трагедия, катастрофа и грех. И те люди, которые хотят вот такой войны, они на самом деле совершают преступления, как бы там ни было. И люди должны стремиться к тому, чтобы мир наступил. И, кстати, когда я говорю, что Зеленский является мотором этого всего, именно он, конкретно он, на нем завязаны все эти процессы. Он их двигает, в него вложено, как в мотор. Он, этот нулевой пациент, он официальный шут британской короны. Он, который с ноги заходит в спальню короля, когда ему нужно. И мне говорят: да что вы такое говорите? Мы должны тут ликвидировать вашего президента. Так подождите, вы же вроде ведете войну с Объединенным Западом. Если вы идете войну, значит, в ваших интересах должно быть ликвидация руководителя этого процесса, головы этого поезда, который несется в пропасть. А тут мы ведем войну, а здесь, получается, у нас нормальные демократичные процессы, разбирайтесь в своей стране сами. То есть, когда Украина уже превратилась в концлагерь, и там никто не может голову поднять, о каких демократичных процессах и кто там может с чем разобраться? Ну какая, демократия. Вот смотрите, история, которая, конечно, разрывает изнутри, когда девочка-сирота, у нее есть опекун, отец, опекун имеется в виду, не отец биологический, а вот взял в семью, и она в Кривом Роге, в общем, этого отца менты, те, которым зарплату повысили, те, которые там, они же трудятся, куда, как же. И говорят, нельзя, чтобы полицейские, которые умеют обращаться с оружием, которые, у них же там есть какие-то нормативы, они там что-то сдают, какие-то ОФП, в принципе, молодые все, плюс-минус. Разное есть, но тем не менее. Их нельзя на фронт, потому что криминогенная ситуация усилится. И вот они обманным путем этого мужика, да, опека у которого над девочкой, значит, завели, давайте в ТЦК, проверим документы, и все, и держат. То есть нормальная практика. То есть, а он же, не имеет права, там находиться, и вообще его должна обойти вот эта мобилизация, какая бы она ни была. И эта девочка одна пришла, там стояла, сидела под этим ТЦК, плакала. Люди прозрели, подняли волну, все отпустили. Представляете?
Выпустили, сказали, иди с Богом, а то, что как-то в соцсетях много пишут, а то как-то вот это все как-то возмутились в Кривом Роге. Получается, что есть же какие-то инструменты как-то повлиять на вот этот беспредел и ужас, которого все больше и больше и больше. Ну, сегодня в Верховной Раде отчитывалась Свириденко, ну, та, которая говорила о том, что, смотрите, я простая девочка, там, да, из юга, я вот с простой семьи, но жизненно активная оппозиция, и вот любой может стать, будь как Свириденко, там, целый премьер-министр. Она сегодня отвечала на вопросы и сказала, вопросом ТЦК займемся потом, вот когда зарплаты поднимем военным. Вот вопросы, это не первой необходимости вопроса. Сейчас надо деньги искать, деньги. Он там, Зеленский, поездил по Лондонам и Таллинам, нашел, вроде говорят, списанные какие-то или почти списанные Патриоты заряды, нашел какие-то деньги, говорит, давайте нам, мы хотим платить тоже много, как в России, давайте нам, скиньтесь, чтобы солдаты больше получали, потому что последнее, что сообщили, что там индексация 132 гривни добавили, да и все, но говорят, не-не-не, мы сейчас найдем, поскребем по сусекам, все равно будем платить больше. Вот этот момент они решат, ну а потом так и быть уже к бусификации, которая шагает по планете и касается, ну вот то, что вы говорите, придет к каждому. Причем плевать, есть у тебя инвалидность, отсрочки, родственники, другие поводы не служить, бронь даже есть. Бронь. Не, все равно тебя схватят, окрутят, и вот если не будет никакого вообще как бы резонанса, ну, в общем, окажешься на передовой в штурмовиках. Но Но есть потому же... что, Саша, простите, украинцы находятся под контролем совершенно чуждой им группы людей. Зеленский еврей, и он ищет деньги. Это все, что его интересует. Он не ищет мира, он не хочет развития этой страны, он не ассоциирует себя с этим народом, он даже свое будущее и будущее своих детей не связывает с этой страной. Володя, которому устроили домик в династии, уже знает, что династия арестована. И он знал это первоначально, что в этой династии вы, конечно, домик не можете строить, но в лучшем случае я приеду туда на пикник, если все будет хорошо. А вообще-то он скупает замки и недвижимость по всему миру в любых других местах. В Дубаях, в Лондоне, под Лондоном, где-то на Средиземном море, острова в океане и прочее. Он вообще находится совершенно в другой парадигме. Поэтому он ищет деньги для того, чтобы, как говорится, затариться по полной программе, и когда его отожмут, и он сможет откупиться частично, чтобы у него тоже еще на старость что-то осталось, чтобы можно было всю эту недвигу каким-то образом продвигать, сдавать, как говорится, монетизировать и прочее и тому подобное. Когда нам рассказывали, если вы помните, на ваших же каналах оппозиционных, некие Розенблаты, что Украина має стати як Израиль, так она вот и стала как Израиль. Израиль как раз этим и занимался с момента своего основания. Определенные круги ездили по всему миру, по всем богатым евреям и собирали деньги для того, чтобы развивать Израиль. Развивал-то этот Израиль на самом деле контингент, который приехал из Советского Союза. Высокообразованные евреи, получившие высшее прекрасное советское образование. В том числе и ваш спикер прекрасный Яков Кедми. Можете с ним проговорить историю его судьбы, как он репатриировался, да как он потом занимался хенд-хантингом, то есть собирал умных людей, инженеров, врачей и прочих, привозил их в Израиль и создавал им условия, пригодные для работы, чтобы они рассказывали всем остальным своим соплеменникам, что Израиль – это ад, вернее, Израиль – это рай. Оговорочка по Фрейду. Точнее, это был ад, но на самом деле нужно было говорить, что это рай, для того, чтобы завлекать других и чтобы получать деньги. Они же этим и занимались, что они постоянно просили деньги на развитие, а богатые евреи, которые жили в других странах, они были рады дать любые деньги, лишь бы только от них отстали. И, собственно, на этом они и промышляли всю свою жизнь. А потом нужно было понять, ради чего эти деньги делаются. Они стали частной военной компанией Соединенных Штатов Америки, и по первому щелчку они начинают агрессию. Хочешь в Сирию, хочешь в Ливию, хочешь в Ирак, хочешь в Иран. Они воюют со всеми, потому что так нужно.
тем, кто решает глобальные вопросы. Вот точно так же и Украину под руководством Зеленского превратили в цепного пса мировой еврейской элиты, которая будет постоянно, пока будет существовать Украина вот такого образца, в виде ЧВК, вот этой невменяемой какой-то бешеной собаки, ее будут натравливать на всех. Вот в данном случае сейчас на Лукашенко ее натравливают, да. Ее там типа стравливают с поляками, ее стравливают с румынами, с венграми, с кем ты хочешь. Это просто бешеная собака, которую должны кормить. То есть Зеленский рассказывает, если вы хотите, чтобы мы не бросались на всех по своему усмотрению, кормите нас, дайте нам деньги. И им дают деньги. А народ вот здесь, вот это самое бесправное, как говорится, существо, мнение которого никто не спрашивает, мнение которого никому не интересно. И они ни на что не могут повлиять, если они, каждый сам за себя по одному сидят в норке. А если вот они объединяются на своем уровне, и у них есть какая-то благая цель и гуманная задача, например, ребенка спасти, сироту, и мать вытащить из ТЦК, видите, все-таки, когда людей много, и когда они объединяются и противостоят этому концлагерю, они еще в состоянии достигать целей и задач. Но они предпочитают думать, что типа, ой, пусть кто-то за нас воюет, пусть решают вопросы, а мы просто посидим и подождем, когда оно само решится. А оно не решится. Поэтому я и говорю, что люди должны объединяться. Они там начинают мне писать, хорошо тебе из Турции сидеть и призывать к объединению, а мы тут бедненькие, несчастненькие, что можем сделать? А когда я сидела в Киеве и кричала им, что нужно объединяться, спасать детей, менять законодательную базу, контролировать эту власть конченую, не давать возможности продавать украинскую землю, я сидела на Украине и призывала их к объединению. Тогда они тоже мне говорили, у них тоже была какая-то причина, почему они не готовы объединяться. У них очень много было дел, дети, работа, устали. Ну вот, Саша, кто кому доктор? Когда люди поймут, что это последняя, как говорится, попытка отстоять свое право на существование, то, в принципе, они найдут способы, как объединиться, какие делать действия и против чего противостоять. А пока, как говорится, они думают, что нас это не коснется, и что нас и так неплохо кормят, ну вот мы будем наблюдать за этим процессом самоуничтожения, аутоагрессии и войны между славянами. Это внутренний конфликт тех народов, которые еще вчера были единым, но в силу вот этих вот обстоятельств, политически созданных предпосылок, когда они оказались в разных государствах, и одни типа с украинскими паспортами, а другие типа с российскими паспортами воюют друг с другом. Утром рано два барана, понимаете, повстречались на пути, потому что оба они единого сорта и вида существа. И от того, что один баран себя называет там Иван, а второй баран называет себя Петро, ну как бы они от этого баранами не становятся. Вот их как баранов сталкивают и режут. Как у Пушкина сказано. Сегодня сообщают, что будут орешник применять. Ну, украинские воздушные силы. Ну, как сообщают, предупреждают. Вчера там было что-то, какое-то движение, но потом отбой. В общем, наверное, просто тестировали, ремонтировали в Капустиного Яра. Сегодня вот сообщают вот эту, скажем так, историю. По гаражам будут бить? По сараю, не знаю. То есть, но боевое применение, не боевое, непонятно. Оказывается, не было боевого применения, но, в общем, всех предупредили, я к этому. Кажется, вот страшные вещи происходят. Вот это о детях, и там сирота, ТЦК, вот этот ужас, который происходит, когда там подросток влетает, избивает в Николаеве 3 ТЦКшников, ну, 3 бьет. Ну, там его последний немножко как бы его скрутил, там что-то электрошокером, но дает возможность уйти
жертве ТЦКшников с криком там «они моего батю украли», а люди вокруг сидят, снимают вот это все, говорят: «О, слушайте, молодец, так он герой, типа правильно, То есть так их». вместо того, чтобы присоединиться к нему и поучаствовать в этом, так сказать, бою справедливом, они снимают это. Рагули, Снимают, поддерживают, тупые. чего? Ну, как бы, уровень ненависти к ТЦК как бы объяснять не надо, но тем не менее. А, И вот, когда вот о детях вот вы заговорили, знаете, вот если, ну, есть, скажем так, впечатление такое, когда вот перемещаешься куда-то, да, видишь там, а, ну, там, едущих из Украины, да, там, это Кишинев, они там, короче, если чтобы улететь куда-то, надо в Кишинев. Даже Зеленский из Кишинева улетает, потому что там проблемы с Польшей, хотя говорят, не-не-не, никаких проблем нет, что-то Зеленский лети с Жешува, ну, решили в Кишиневе. И там просто больше всего вот именно украинцев, которые там, кто на отдых, кто просто выехать, кто... И ты там, когда наблюдаешь с детьми, ты видишь, ну, это другие дети. Они же там разные. Ну, там молдаване, например, какие-нибудь, там еще кто-то, да, там, ну, кто пользуется услугами Кишиневского аэропорта. И там дети как бы как дети, у них взгляд другой, чем у украинских. И ты, ну, просто понимаешь, да, почему, и, ну, как бы такие, знаете, постаревшие взгляды, казалось бы, очень маленьких детишек, которые должны радоваться и наслаждаться жизнью. И вот ты понимаешь, что как бы это уже не исправить, да, вот этот вот весь ужас и кошмар. И приходишь к очень страшной мысли, на которую я хочу, чтобы вы отреагировали в финале. Слушайте, а уже вообще не страшно, орешник, не орешник. Вот это столько так говорят об этой ядерке уже, да давайте ядерку. Никто не, ну вот уже этих стопов нет. Я не имею в виду сейчас Россию, там, не имею в виду там еще кого-то. Вот внутри. Ну, то есть, завтра прочитают все в Телеграм, ну, может, не все, конечно. Ну, например, кто-то, я гипотетически, что Россия там ударила куда-то там по какому-то или городу, или в поле куда-то. Помните, были такие расклады, что... или, например, там какая-то напряженность в Белоруссию, и полетело что-то там тактическое ядерное по какому-то полю как предупреждение, или там чего-то где-то еще. Все скажут, ну, там все ахнут, новость поживет там 3-4 дня. Ну, и все. И так это и будет продолжаться. А у детей глаза все стареют, ну, взгляд все стареет и стареет, понимаете? И кажется, что уже сняли все абсолютно ограничения. Нет рассуждения, что такое хорошо, что такое плохо. Есть вот такое, знаете, уже можно делать все, что угодно. И это не найдет какой-то такой реакции. И только и расчета на то, что мир ахнет и раскошелится, даст еще денег. Это вот если к самому началу разговора нашего сегодняшнего переходить. Но это же прям губительная история. Как вот из нее выходить? Вы понимаете, Саша, я как многодетная мать, именно судьбы детей меня не оставляют в покое. Это то, что не дает мне возможности отойти от этого ада, и то, что постоянно заставляет меня выходить в эти эфиры и вот так вот биться во все двери, в мозги, в сердца, в надежде на то, что люди проснутся, и хоть кто-то вообще где-то примет хоть какое-то концептуальное решение освободить наконец-то этот концлагерь от этих тварей конченых. Но, судя по всему, в России сидят такие же, как говорится, представители богоизбранного народа, которым не жалко славянских детей, ни украинских, ни российских в том числе. Потому что когда война перебрасывается на территорию России, в Крым, в Ростов, в Белгород, в Ужгород, вернее, Ужгород, слышите, сказала оговорочка по Фрейду, в Ростов и Курск, понимаете, а дальше Воронеж, Пермь и Санкт-Петербургский экономический форум. И когда я говорю, люди, остановитесь, мне говорят, вы там, украинцы, хохлы долбаные, ничего не знаю. У нас тут мир, у нас тут все хорошо, у нас все под контролем, наше государство нас бережет. Это мы так защищаем как бы свою благополучную жизнь. И когда я рассказываю, что в Киеве тоже была благополучная жизнь, а во Львове вообще была очень благополучная жизнь, и долетит везде, и небо, когда будет небезопасным, то, в принципе, вы тоже не станете спать спокойно. Они думают, что их это не коснется. Вот этих детей несчастных, Саша,
их, по сути, приговорили. У меня волосы дыбом встают, когда я только подумаю, во что превратились жизни этих маленьких детей, в чем они виновны, что они сделали для того, чтобы по ним летело, потому что Зеленский призывает и призывает этот огонь на себя, и рассказывает какие-то душеспасительные и победоносные истории о том, как мы защищаем европейский выбор, и просит оружие и деньги, и ему дают и деньги, и оружие, и это все приводит к тому, что этот ад расширяется, а в это время растут вот эти дети. Точно так же, как родились и не видели ни одного мирного дня дети на Донбассе, которые тоже были гражданами Украины. И от того, что у них поменялись паспорта, и у них теперь сказано, что они граждане России, они не стали в большей безопасности, судя по девчонкам, которые погибли в Старобельске. И никто вообще не видит в этой трагедии вселенского масштаба. Ну и, конечно же, вот эти дети, которые в Украине, их тоже никому не жалко. И поэтому они смотрят на это все вот этими печальными глазами. А потом они будут брать в руки беспилотники и убивать за свое уничтоженное детство, за то, что ни секунды радости, ни секунды счастья, ни секунды спокойствия и мира они не получили с рождения. А другие будут брать оружие и уничтожать ТЦКшников. Сначала этот пацан вот на этой волне агрессии, он избил 3 жирных свиней, которые загоняют одного сайгака, как говорится, толпой. Знаете, много ума не надо, 5 на 1. Все равно так или иначе ты победишь. Поэтому мужики и уже и с ножами ходят, и отстреливаются, потому что они понимают, что, в любом случае, билет в один конец. Так лучше, не становясь на колени, умереть, как настоящий мужчина, думают они. А потом вот эти мальчики, которые растут и живут в этой войне, они будут объединяться, они будут находить оружие. Я думаю, что на Даркнете сейчас можно купить любое оружие под любым предлогом, при желании его найти. И они будут отстреливать вот этих всех свиней, которые думают, что они безнаказанно под эгидой государства, потому что Зеленский дал им это право расправляться с беззащитными, воевать с детьми-сиротами, с женщинами и стариками, избивать их и запрыскивать их этими самыми... Такой, конечно, эпизод был. Пришел тут Лубенец, он сейчас в последнее время бьет там тревогу, что там и мордуют, и держат, и в заточении, и в ТЦК, сейчас поднимает эту тему активно. Пришел он на Радио Свободу, у него задают вопрос: так а вы с Зеленским встречаетесь? Встречаюсь, конечно. Вы докладываете вот то, что вы сейчас рассказываете Зеленскому? Он говорит: не, конечно, докладываю. Так Зеленский знает, что происходит вообще в стране, да? Почему, и начинается вот это вот, да, верчение 5-й точкой, типа он против такой мобилизации, он против. Причем здесь против или за? Он в курсе, то есть он видит, что это происходит, он ничего не делает, он в теме, в теме и вдоль, понятно, у него там не спрашивали так, но тем не менее. А что, говорит, за объятия какие-то странные? Вот вы там знакомились с новой Лантратовой, омбудсменкой Российской Федерации. Какие-то мужики такие тоже дебелые там друг с дружки радовались. У одного шеврон российский, другой со стороны украинской делегации пришел там лобызаться, обниматься. Одного, второго обнял. Лицо замылили, потому что спецслужбы, что вообще такое? Но это вот есть разные методы, говорит, как договариваться. То есть, понимаете, в чем дело? Мы вот смотрим, и вот можно, конечно, говорить: вот там Егорова сумасшедшая, приходить в комментариях, там вот это, как вы там говорили в начале, одно и то же рассказывают. Так вот же оно, вот, смотрите, они сняли прям целое кино, как они, Лубенец и Лантратова, познакомились. Они вот демонстрируют, и российская сторона, и украинская, что есть как бы
другая сторона медали, что тут, смотрите, гуманитарные обмены, письма военнопленным, какие-то списки, ну, вот это вот все, да, то есть там, ну, то есть, короче, путь любви и добра, понимаете, то есть есть вот право какое-никакое, как-то вот это все, есть какая-то справедливость, что это все цивилизованная все равно война, демонстрируют они как бы. А параллельно с этим один там СБУшник или гуровец, наверное, СБУшник, обнимает другого какого-нибудь КГБшника или ФСБшника или кто там еще, грушника. То есть тут они обнимаются, а тут подрывают какого-то полковника в Москве, а второй там вроде как выжил военный. То есть, понимаете, какая-то вот абсолютная чехарда. То есть мы или давайте в десны, ну, то есть заканчивать все и давайте вместе решать эту проблему, вот точно так же, обнимаясь, понимая, что там есть потери с одной стороны, с другой стороны, есть ущербы, и как-то что-то это разруливать, ну, или так, как по телевизору в марафоне рассказывают, что все, как это, там, клята русня, вот эти все моменты, да, давайте, пускай. Это ж потрясающе. Вот я начинал с вами по поводу Политико, а украинские каналы как об этом написали? Сказали украинские чиновники, дайте 20 миллиардов, чтобы Россия сгорела. Так вы же лобызаетесь. Это цель 20 миллиардов. То есть абсолютный подвох. Этот Стерненко, советник министра, говорит, значит так, быстро-быстро, а то мы сейчас можем потерять вот этот вот, который 1,5 недели разгоняют, там удары, middle страйки вот эти, да, потерять преимущество, быстро-быстро, срочно на дронов, давайте скидывайтесь, а ему приходят украинцы и пишут там, ну продай крузака своего вот этого бронированного, который увидел весь мир, когда на тебя якобы покушались, продай и сбор закрой, раз так быстро прям надо, срочно-срочно. И все это понимают, что сейчас там примут какие-то решения, и будет это все продолжаться только вот в другой плоскости. И с этим как-то вот очень неприятно и неудобно гнать других людей на войну. Может, поэтому и не хотят особо идти на эту войну со стороны Украины, так тем более. Я вообще считаю, что люди должны протестовать просто нон-стопом против этой войны. Выходить на протесты, не на картонні протести, не закривайте нам НАБУ і САП, бо нам цікаво дізнатися, скільки ж бабла спиздили в тих триклятих американців наші воячки на нашому фінансовому фронті. Це наші герої, єрмачки і всякі міндічі, молодці. Вони цих проклятих американців, пограбували. Нам же ж интересно, сколько, а никто при этом не сидит, и что им за это, в принципе, это никто не рассказывает. То есть вместо этого матери эти, женщины, у которых забирают мужиков, детей, сыновей, как собак вообще гонят на убой, они должны нон-стопом стоять вообще вот так вот, не есть, не пить, и стоять и требовать, чтобы эта война закончилась, не работать, не продолжать вот эту так бы называемую мирную жизнь, пока не наступит мирная жизнь, пока их дети не будут ходить в подвалы, и там им будут батько наш Бандера заливать вообще за воротник, или хвилинку пам'яті їм ставити, прежде чем дети в детском саду сядут поесть вообще. Но, видимо, судя по всему, люди никак не могут дойти до осознания этого процесса. Потому что им же сказали, что Егорова сумасшедшая, ее не слушай. А вот эти тылыцы безмозглые, бездетные бабы эти, тупые, которые на зеленом шмарафоне рассказывают про те, як буде русня горіть і ми знищуємо Москву, у них же нет детей, понимаешь, Саша? У них нет детей. То есть у меня вот перед этим всем, собственно, вот этот вот мой пост, который я написала, и на основании которого, моего поста в Фейсбуке, еще довоенного, на меня наложили санкции и репрессировали моих детей, он заключался в том, что нужно договариваться с русскими, чтобы был мир. Если мы не хотим, чтобы в ад превратился наш дом, и потомки полицаев нас сожрали. Так ко мне пришла бездетная, просто бездетная шалава,
Болда, блядина, которая всю свою жизнь занималась тем, что из одной постели мужика в другую постель мужика перепрыгнула, и она мне рассказывает: ты, Егорова, ебанулась. Она вот так вот мне и пишет. Мол, мы тут не так, как в твоей любимой Рашке, живем, счастье у нас и благополучие. При том, что она знает прекрасно, что я никогда к России не имела отношения, совместных проектов у меня никогда не было, в Россию я не ездила, деньги там не Не зарабатывала. снимались Крашки... в кино в российском, нет? Нет, конечно. Не Я всегда... снимали с Киркоровым какой-нибудь фильм? Как про какие-нибудь первые свидания? Нет. Зеленский это делал, понимаешь? Зеленский там делал карьеру. И эта блядина, которая тоже в шоу-бизнесе, она тоже русских артистов красила. Участвовала, кстати, в этих проектах. Одевала их, значит, обувала. И она мне рассказывает, русскоговорящая, которая, значит, с этими русскими артистами в десна целовалась, и клипы им снимала в качестве стилиста, что у нас тут не как в твоей любимой Рашке. Но самое главное, что у нее нет ни одного ребенка, у этой бляди. И когда я ей в личных сообщениях написала, что Оля, вообще-то у тебя нет детей, поэтому ты не понимаешь, что такое война, и не можешь даже представить вообще, какие мысли могут быть у матери, которая думает о будущем своих детей. На что эта шалава тут же выложила, значит, нашу скрытую переписку и сказала: посмотрите, она меня обвинила в том, что я бездетная. И все налетели на меня и сказали: ах ты такая, типа рассекая, сама многодетная, и что? Ноги только умеешь расставлять. А вот Олечка бедненькая, ребеночка не родила. И вот она имеет право рассказать, потому что мы героїчні герої и будем воевать за нашу Украинушку. Так вот, ее любовник повоевал так образцово-показательно, сделал фоточки в армии, а теперь у него концерты. Точно так же, как большинство так называемых наших артистишек героических. Они пошли, значит, там отметились, отстегнули и концертами, как говорится, расплачиваются. Так же, как Притула зарабатывает на войне, так же, как Стерненко, эта гнида и убийца, зарабатывает на войне. То есть у них вот такая вот война. Дайте деньги, они становятся еще богаче, они еще круче, о них говорят, піари, всі діла. Бровді, його дружинонька, вона тепер не просто його, значить, натхненниця і муза, вона тепер теж воює в армії українській. То есть она ведет за собой еще дурных телок безмозглых, чтобы они тоже в армию записывались. То есть они готовят предпосылки для того, чтобы мобилизовать и женщин, и молодых пацанов. Вот такая у них армия. Но они, ни один олигарх не пострадал ни с одной, ни с другой стороны, ни в Украине, ни в России от этой войны. Абгамович, который благополучно вывез на экстракшн, как говорится, азовцев в Турцию, надарил им телефонов и тирамису их накормил. А потом они благополучно вернулись и воюют по-прежнему, значит, на поле боя. Он тоже вообще, у него нет никаких ограничений. Хочешь, в Москву приехал к Пескову, передал письмо Путину. Хочешь, к Зеленскому лично поехал, с Арахамией, говорят, он там беседовал. То есть у них нет вообще ни ограничений с точки зрения границ, никто им в спину не стреляет, самолеты у них летают, перемещаются они в любую точку вообще, решают свои вопросы. Какие у них проблемы, Саша? Никаких. Проблемы только у украинского народа. И он единственный, кто не может этого осознать и не понимает, что последний, как говорится, бросок должен быть в плане того, что объединиться друг с другом и противостоять этой долбанной, конченной, убийственной власти. А они думают, что не по одному пересидят. Но я надеюсь, что, может быть, хотя бы через 4,5 года этого ада они поймут, что не пересидят. И что нужно что-то делать и внутри, и снаружи. Объединяться. И мы, все те, кто находимся за пределами страны, в силу определенных обстоятельств, и те, кто находится внутри этой страны, мы должны объединиться, чтобы снести эту конченную власть и закончить эту братоубийственную войну. И русские тоже должны нам в этом способствовать и помогать,
потому что если это не произойдет, то эта война двинется дальше на территорию России, и там тоже никто не будет спать спокойно, и такие же больные глаза будут у их детей, потому что Запад, он планирует большую кровавую войну с Россией и готовит для этого свое техническое преимущество. Вот эти все группировки космические Илона Маска, Палантир, Алекс Карр, Питер Тиль и вот этот весь искусственный интеллект, который воюет сетевым образом, это все подготовка к войне с Россией. Не с Ираном, потому что в Иране подобного рода войну не поведешь в связи с ландшафтом, а именно с Россией, с простыми городами, с городами, которые находятся на равнинной местности, и где люди точно так же будут удивляться, что нам же говорили из телевизора, что войны у нас не будет, а оказывается, вот посмотрите, как оно. Да, Снежана Егорова была моей собеседницей сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо, Саша. Спасибо, друзья. Друзья, спасибо. Враги, вам тоже спасибо за то, что вы не оставляете нам шанса подумать о том, что в этом мире все люди добрые, прекрасные и человеколюбивые. Не, я иногда думаю, грешу. Думаю, что все Саша, люди хорошие. мы знаем, какой вы оптимист, и это прекрасно, замечательно, что мы оптимисты. Если бы мы были пессимистами, то, в принципе, мы действовали бы несколько иначе. Знаете почему? Потому что людей добрых больше, в том числе и потому, что каждый раз прощаюсь и всем желаю добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.